Если мы возьмем Алексея Геннадьевича. На двух BMW это привлекать женские. Вообще не от дупре. Я в лифчике не умею ходить, слет любителей равновесия, жопа на колесе. Круг сужается, как бы, понимаешь. Конечно, в дерьме, я просто в говне вот так вот. В говне Это все. прозрачно. Мужики как заеб. Первый вопрос у меня прям сразу. Я просто пока вот сколько сейчас с тобой общался до съемок, не понял, по какой причине ты чукча. То есть и не было у тебя национального костюма, когда я зашел, и не оленя рядом, вообще никого, короче. Национальный костюм есть, но он тяжелый, заносить его сюда сложно, и только в холодное время можно в нем ходить, а сейчас тепло, это раз. Во-вторых, я родился в городе Певек Чукотского автономного округа, прожил там 22 года, и прослужил там я тоже, и закончил первое свое образование там. И в 98 году я улетел с Чукотки. А кто ты по специальности? Моя натуральная специальность — машинист бульдозера Т-130, Т-170. О, блин, ну это круто. Ну, это, я думаю, необходимая специальность там. Ну, особенно байкерам. Кто как не Санек понимает. Вот я знаю, история есть определенная с твоим улетом в плане, что ты не совсем в кресло летел. Да, есть, но это стоит рассказывать. Я не знаю, как сам. Что-то неприличное? Я просто не в курсе. Это было сложное время, да, поэтому приходилось оттуда убегать. Нет, ну просто Санек улетел тут в багажном отделении. Но раньше все так делали. Ну, мест не было. Неделю назад так люди делали, а что тогда 22 Время года? было тяжелое, года были 90-е, да, денег не было, поэтому пришлось так. Наверное, вопрос есть, как бы ты, с чего ты начал вообще мотоциклизм свой? Почему ты начал ездить на мотоцикле? Там же в городе Певеке в 14 лет, ну не в городе Певеке, я жил в поселке Авиаторов, Апапельгино назывался. То бишь это поселок, который связан полностью на обеспечение аэропорта, который был единственный в городе. И там была создана команда при авиаотряде. Называлась она команда мотокружок «Сокол» назывался. И команда, соответственно, «Сокол», где мы выступали на картингах, гоняли. На тот момент на юниорах мы гоняли, на пионерах гоняли. Ну, потом нам мототехнику завезли. И вот оттуда и началось 14 лет. Ну, а технику еще там давали в кружке? То есть ты приходил, грубо говоря, так как аэропорт был полярный и очень хорошее было обеспечение, у нас был выделенный класс специальный в школе, у нас была выделенная мастерская там при обслуживании аэропорта. И, соответственно, у нас был специально подобранный для нас, как бы вам правильно сказать, преподаватель или учитель, как его правильно назвать, Михаил Куприянович, помню до сих пор. А как подбирают специально 14-летних? А видать, его перевели из города с кружка юного техника к нам, он был прикомандированный. Где он уже мучил детей. Мне кажется, он что-то просто нахулиганил, поэтому его перевели. Уже пару детей он убил. Техника новая, картодромы у нас были шикарнейшие, потому что лучшего картодрома, чем в Певеке, я еще не видел. Ого. Это, как бы вам сказать, тундровая река такая, которая полностью замерзает, по ней проезжает бульдозер, она промерзает до конца полностью. По ней проезжает бульдозер по этой речке, а она такая с разветвлениями разными идет. И все, он типа бульдозер нарезает отличнейшую трассу. По льду, да, прям? Да, совсем на свете, и погнали по ней. Что у меня вообще, по географии там еле-еле 4 была, а какой климат вообще, в основном, там где ты рос? Ну, то есть это Арктика, это зона вечной мерзлоты. То есть фактически... Все дома построены на сваях. Конечно, фактически. Но это я родился, а служил-то я еще дальше. Я служил в Беринговом проливе. В Беринговом проливе между Америкой и Россией есть два острова, острова Диомиды. Один русский, другой американский. Расстояние между ними 4 километра. Вот я в погранвойсках служил. На русском острове. Он называл русский остров, но название его Рахманова. Понятно. Ну там, наверное, тоже Дубак был. Конечно. Круговой год, да? Ну а как ты вообще попал в Тулу и в тульское мотодвижение? Что вообще в Тулу я попал в 2000 году, я переехал сюда, у меня бабушка была в таком непонятном состоянии, и поэтому мама была у меня в Туле, я жил сам в Вышнем Волочке, мама попросила, чтобы я приехал помочь, приехал, помог и тут остался. Понравилось?
Ну, это лучше, чем в Вышнем Волочке был надут. А сейчас лучше, чем в Вышнем Волочке? Или ты туда не возвращался? Сейчас лучше, чем в Вышнем Волочке, это точно. Ну, стабильность есть. Слушай, ну вот мы знаем, что очень много путешествуешь на мотоцикле в том числе. А вообще с чего эта история началась? Почему у тебя такая тяга к передвижениям? Не знаю, всю жизнь свою занимался. Сначала автостопом ездил, потом с папой всякие путешествия были. А автостопом как? На Просто мотоцикле автостопом? Нет, автостопом. Не на мотоцикле. Нет, ну просто имаш едет дорогу мотоциклист, ты его стал, тормознул, поехал. типа говоришь, братан, я вторым номером с тобой долечу. Потом с папой там всякие путешествия, и в речные походы ходили, и в пешие походы ходили, и Алтай весь обходили с ним. Потом, соответственно, учеба, армия. После армии я приехал в Вышний Волочок, немного пожил, приехал в Тулу, пересел тут на мотоцикл и понял, что надо попробовать. Мое самое дальнее путешествие, самое первое было, это мы из Тулы поехали в Ужгород на слет. До Украины западной. До Украины, да, собрались и вальнули туда. Вот этот самый такой дальняк такой был, который больше 1000 километров. А сколько там получается? Под 2, наверное, Да да? нет, как ехать. Да, под 2 с лишним. Ну да. Ну да. Ну и назад еще. И назад, А да. это на каком мотоцикле? Ну, так, для У меня понимания. был То есть, Yamaha Dragster 1100, такой оранжевого цвета. это типа... Чистый японец, да. А, все, понял. Это нормальный мотоцикл. Не, я понял. Железный. Не пластиковый. Не пластиковый. Абсолютно Ну, если сейчас там железный, да. начнутся комментарии. Ну а вот эта история про то, как ты из Тулы автостопом уехал на север, расскажешь? Ну, это было очень давно, конечно. Это было давно, бабушка меня, папа меня оставил здесь, сказал, что не поедешь ты на Чукотку больше, все, оставайся здесь. И я очень хотелось туда попасть. А сколько лет тебе Я было? автостоп, Ну, для это понимания. было где-то, я сейчас не вспомню, лет 16, Ну, наверное, да, 17. Ну, уже там не 12. Это был, я учился в ПТУ как раз, это было где-то, да, где-то 17 лет. Ну и ты автостопом из Тулы Добрался уехал до в Певек. Певек, да. Блин, как вообще автостоп, моя обсценка? Еду Не, по я трассе и вижу, Все человек очень идет, просто. голосует, блин, ну забирают, да, подбирают, Я особенно всегда тогда. То есть, останавливаюсь, если кто-то идет, останавливает, я вижу, что Блин. более-менее похож ну на а вдруг он там это... автостопера, я всегда подберу. Ну а как отличить вот автостопера От Точно убийцы. так же, от как- маньячела точно так же, какого-то? Точно так же, как мотоциклиста, который едет на мотоцикле, отличить от простого пешехода. Они же, естественно, В говне все. светопрозрачные. А, я просто в плане, просто меня честно все... Как из машин закидало. Я недавно просто ехал с Беларуси, и чуваки на 2 BMW таких мотоциклов вышли просто в говне вот так вот все. Ну, у них это защитный костюм, да, салатовый такой, а они все в дерьме. Я говорю, мужики, как дела? Они говорят, нормально. Я говорю, понятно все. Ну, я выше спрашивать не стал, откуда? Они говорят, из Европы едем. Ну и как отличить? То есть помимо шлема, то есть... Потому поэтому грязные такие из этой Европы. Ну, конечно, приедут грязь к нам, тут раскидывают нам. Понятно. Ну, а это, как вот ты, ну, то есть это же 90-е, да? Да. Ты ехал в 90-е, такое расстояние Это было автостопом. 93. Да, это и было 90 год ровно. А ну автостопом, то есть это правильно я понимаю, то есть ты вообще Это всё денег не нормально. потратил, то есть Трассы, как бы. трассы все есть. Нет, денег Это я ты- не брал с собой. А там же 90-е Мешочек трассы гречки были берешь с собой и поехал. какие-то. Чё? Мешок гречки выручает всегда. Мешок А гречки. ты крупой отдавал? Нет, приходишь просто мешочек, ну, надо где-то же водителя останавливаться, тебя А. покормить могут, тем более пацан молодой едет, Мгм. куда едет, в Певек. А так, если охота кушать, есть кафе там были, прям приходишь в кафе, гречку кладешь им на этот сам, говорит, вы бы не могли мне сварить. Они И вот тебе так говорят, взглядом. «Они- Ты Не, понял, ну я такой сейчас, взгляд. он сейчас так посмотрел, Да, захотел как у кота шоколадку вчера. достать. Да, поэтому так всегда и было. то Так есть, и было, говорит, блин, малый, ну забери свою гречку, я тебе котлет положу, да, как гречку бы. потом типа поешь, Не, да, да ты- где-нибудь. ты говорит, совсем уж плохо а вот будет. тебе поесть, а вот тебе котлеты с собой. да. Вот это, А, кстати, это хорошая лайфхак, фишка. кстати. Лайфхак, да, Да. для путешественников Как молодых. это, да, сейчас говорят, если ты путешественник, ставь лайк, если это хороший лайфхак. Кто бы мог подумать, что гречка открывает такие перспективы в Гречка путешествиях. вообще горизонт открывает практически. Ну, то есть и в тот момент ты тоже понимал, что, в принципе, страна у нас вполне проходимая, можно везде проехать. И... Хотя, ну, до сих пор люди же говорят, что там дальше Тулы и не Красноярск, выезжай. ну, дальше Красноярск, Ну, отсюда, на Новосибирск. самом деле дороги были ужасные, это сейчас уже они все построены, раньше же их не было вообще, это сторона Сковородино там вообще ноль был. А особенно когда уходишь наверх, потом на Якутию, там одни зимники идут, тебе же надо по зимникам успеть все проскочить.
Это сейчас уже летники там насыпали очень много, а в то время только зимники все. А зимники это... Это, как сказать, это дорога по снегу. Ну то есть сани там с лошадью ходят или нет? Нет. Это машина, если снег утоптать, по нему можно все что угодно. Не, ну что ты смеешься, я просто, до 90-е годы. Сейчас не везде в деревне можно проехать, ты видишь человека на санях. А там троечку, там сразу едешь в Якутии, это уже богатые какие-то. Не, просто прикинь, то есть, не было дорог, летом не было, были болот. То есть, ты понятно, зимой ехал, что ли? Поэтому по зиме их, естественно, весной ехал? Еще, представляешь, и весной еще. Февраль-март я ехал, потому что это те месяца, когда можно проскочить. Поэтому, зимний самовар-трекинг, который ты проводишь регулярно, для тебя как нормальная история, что на мотоцикле по снегу, по льду ездить. Абсолютно нормально. Я видел, кстати, счастливые лица. Потому что мы там на Чукотке очень много ездили же по зиме. У нас дороги-то в основном зимние. И если зимой охота куда-то попасть, например, в соседний поселок там по девкам съездить, то... Да если, мне кажется, и бегом добежать. Если соседний поселок, то и сгонять можно. Если уж надо, поверь мне, тебе... ближайший такой поселок... И тебе не 30, то можно. Километров 100, да. Километров 100, да беги, девчонок. 100, ладно. Хочешь не хочешь, придется научиться. Теперь понятно, почему народ сейчас бегает, движение бегунов-то развивается, они к девкам решили бегать. Скорее всего. На марафон. А расскажи, как ты мы же знаем, что ты создал здесь, скажем так, приложил руку ни к одному мотодвижению или мотоклубу, скажем так, участвовал в создании. Как так получилось? То есть, приехал ты в 2000 году, выехал на каком-то мотоцикле в какое-то место, где все собираются. Я в 2000 году приехал. В Тулу, мне надо было встать тут на ноги. Я вставал где-то года 1,5-2. Вот интересно, чем занимался? В Туле? Я приехал сюда в Тулу и начал искать себе работу. Так как я работал раньше на больших предприятиях, я приехал сюда и начал искать себя где-то в алкоголке. Искал себе постоянно. В алкогольке? Да, какой-то. То есть, в принципе, сейчас можно сказать, что по выходным я ищу себя в алкогольке. Тут были такие компании, которые занимались реализацией алкогольной продукции. Я пошел к ним на собеседование, и все в унисон кричали: мы тебя возьмем, все возьмем. Я где-то месяц посидел, подождал это все. За месяц никто меня, естественно, никуда, периодически звонили: мы сейчас вас вызовем, вот. И я пошел сам по собеседованиям, мне очень интересно было походить. И где-то через неделю я понял, что мне надо что-то новое, абсолютно новое. А на тот момент это было производство пластиковых окон, такое тогда пластиковое. Это тогда было вообще. И я думал, клево, мне нравится производство, я хочу попасть на него работать. И пришел в одну организацию, как раз туда требовался снабженец. Я пришел туда на работу, мне говорят: снабженцем будешь, там с зарплатой какой-то таракан больше зарабатывает, чем мне предлагали на тот момент. Ты был молод, и тебе нужны были деньги. Да, мне было интересно. Мне было интересно производство, как работает это производство. Мне интересно было в него внедриться и посмотреть на самом деле, потому что это было немецкие технологии на тот момент, там в России их не было вообще никаких. И все, и за 1,5 года я стал управляющим. Круто. Да. Я купил себе мотоцикл, как раз через эти где-то... Драгу? Нет, я себе купил Kawasaki. Kawasaki на тот момент был очень крутой ZZR 400, который сейчас, я не знаю, где. Самый крутой спорт. Да, самый крутой спорт, да. Я только хотел сказать сначала. Насколько может быть спорт 400 кубовый Приехал мотоцикл? я тогда на площадь Восстания, все тусили до площади уже с комсомолом. Уже тогда там, еще Макдональдс не был, но уже все стояли. Не, Восстание. Восстание, я перепутался с этим. Тогда еще и утюга не было, когда мы там утюг как раз только начинали строить. И все, на площади Восстания я приехал, там туса такая была интересная. На Днепрох, наверное, да? Там много, и японская техника уже была. Да, и оттуда все началось. Потом Мотосоюз Тульский был, потом для самогонщики, сейчас Роллинг Энерхи. Давай тогда поподробнее.
Да. Потому что это вообще не от Дупре. Это что за название? Самогонщик я слышал. Союз я народ Нет, это не те, которые варят, это мотодвижение. Соседи мои? Нет, это... В общем, как получилось так, что я видел фотографии у тебя на спине Тульский мотосоюз, ТМС тогда. На спине? Вы ездили в Питер, я так понимаю, как Тульский мотосоюз на карнавал на питерский, на второй, по-моему, да? Я не помню, на первый. В общем, как так получилось, как образовался Тульский мотосоюз, примерно когда? Да все спонтанно. Все спонтанно организовалось, потому что из клубов в Туле был Черный легион. Больше, наверное, ни одного клуба не было, в Туле. Ближайший клуб был Калуга. Это Джокеры, да. Да, вроде все, в Туле никого. Если кого-то не вспомнил, извините, кажется, никого не было. Но вас не было, извините, но ближайший был Рязань, еще был рязанский ортодоксы. И, наверное, все. И поэтому, туса-то она организовывалась, мотоциклов становилось все больше. И пацаны, которые ездили на Спартак, решили сделать Тульский мотосоюз. Им надо было, они гоняли по улицам, но надо же кем-то быть. Че безымянным чебурашкой гонять? Да, так как мы на вас, кто свободный, мне хотелось все-таки в какую-то тусу, и я пошел в этот мотосоюз. Он тоже был такой больше добровольно раздолбайский, чем какой-то... чем какое-то сообщество такое, чем да? Сообщество, да. А сейчас, это мы сейчас говорим про тот же Тульский мотосоюз, то есть он же или это уже все? Он же, по сути, он же, но он на определенный период становился неактивным, потом появились люди, которые опять взяли его и начали развивать, но об этом стали делать поиски с другими гостями, поговорим, я думаю. То есть тут интересно, это где-то... Я ту внутреннюю историю не знаю. Это 2005-2006 год. Саш, просто он создал, сказал, занимайтесь. Я не создавал. Я не создавал Тульский мотосоюз, я просто был там как как участник, то есть, да? Но это где-то 2005-2006 год, да? Где-то, наверное, так, да. Может, да, где-то так. А Тульский мотосоюз, он как-то объединяет клубы или как? То есть, как это работает? Или просто ты заходишь в контакт и решаешь. На данный момент это просто... Потому что я сколько раз заходил в группу, союз уже не тот. Пишешь человек, которому 17 лет. Он когда он был, 5 лет был, он тот видел еще. Скорее всего. И батя ему рассказывал, сами что тот еще союз, да. Но по большому счету мотосоюз это площадка для общения мотоциклистов, всей Тульской области, и не только. Она в интернете. То есть это сообщество ВКонтакте. В тот момент было очень мощное, если интернет, да, то есть такой сайт был Streetbiker. Как раз с него и началось. Там Streetbiker был. Это .ру, да, тульский. Типа форум. Я помню, все тогда в этом сидели. На Streetbiker все сидели, потому что потом этот Streetbiker стал сайтом самогонщиков, и так все это и пошло. И тогда в 2005, наверное, я не вспомню год, точно не скажу, это такое разделение пошло, Тульский мотосоюз, самогонщики. Как это получилось, да, тоже хотел спросить. Я не помню всю историю до конца, в память дырка полная. Но помню, что были какие-то недоговоренности по поводу Тульского мотосоюза там. И пацаны, которые были в Тульском мотосоюзе, решили, нам бодаться тут левый, правый, при этом люди все взрослые, решили, давайте сделаем свой классный мотоклуб, там мотосообщество, и назовем его «Самогонщики». Там была целая история, как появлялось это название, но назвали самогонщиками, и оно понравилось всем, и так начали в России все рассказывать про тульских самогонщиков. В принципе, ты один из тех, кто основал. Я один из, да. Да? А сейчас клуб этот есть, да? Есть, да. Есть, это у Саши спросить. Делает, да, слет постоянно, Лев Николаевич проходит. Это осенью грязь месяц на красачах и на колясочных, да? Мотоциклов, короче. Дело в том, что в Туле сами туляки, которые пацаны-мотоциклисты, они мало знают о тех слетах, которые проходят в Туле на самом деле. И мало ездят на них. Причине той, потому что или у кого-то есть своя позиция, да, что, зачем я буду ездить на слет, потому что там я кого-то не знаю или еще что-то. Я слышал таких, они же сделаны слеты специально для того, чтобы, для коннекторов, чтобы люди наоборот сплочались больше, да.
А у нас почему-то в Туле вот какая-то система, он делает, он мудак. Вот так вот. Это не только в Туле. Это у нас вообще повсеместно. Я как-то на это уже давным-давно не обращаю внимания, вообще не слушаю. Вот с Ильей иной раз разговариваю, он там расстраивается. Да он такой же мудак. Я говорю, он тоже делает. Спасибо. Он тоже много делает и получается тоже. Поэтому я иду своей дорогой, мне интересно это. То, что мне интересно, тем я занимаюсь. Что неинтересно, я стараюсь немного или законсервировать, или передать куда-то в другое. Ну, кстати, по поводу того, что ты говоришь, люди не приезжают на съезд, да, то есть куда им там, извините, слеты. Хорошо, вот, на какой-то там мотокросс, да, или какие-то мероприятия клубные. То есть, я часто вижу, люди даже мне это знакомые катаются, я один езжу, что у меня там. Зачем мне вообще кого-то знать и так далее. То есть, такая какая-то позиция одиночки. Мне кажется, это просто люди такие зашоренные, они просто не надо. Сами по себе, да, особо не общительные. Все есть, для них мотоцикл, средство передвижения. Для нас мотоцикл чуть-чуть другая система. Да? Кстати, интересный, вопрос мы сейчас затронули. Это извечный вопрос в сети. Байкер или мотоциклист? Вот это что? Это одно и то же, не одно и то же. Ты для себя разделяешь? Я сколько времени прожил, я так и не понял, кто такие байкеры на самом деле. Это с бородой такие? Для меня это вообще, Санек подходит. Если брать действительно байкеров, да, которые, то есть у них, наверное, своя жизнь, свой устав, все свое, это как бы такой клан. Когда все зашел, вы на байкеров похожи были. А сейчас уже не очень. Не даже сейчас. Просто все зашел, все в такие в татухах, сидят такие, курят, типа. Миллион, можно подстроиться под все, что угодно, да? Как в сериалах показывают. Главный реквизит. По Первому каналу. В общем, ты для себя не сильно это разделяешь, как бы. Вообще не разделяю. Для меня на мотоцикле ты едешь и все. Я как-то мототурист, наверное, больше. Понимаешь, организатор мототусовок таких и мототурист. Потому что я в основном путешествую много, оттуда много друзей. Много друзей, которые нет, у меня в Туле много друзей, но общая часть, большая часть, в которой я ездю, общаюсь по разным странам, там, в разные направления, это парни, которые приезжают потом ко мне на слет сюда. Которые приезжают сюда тусануться, зная Чукчу, мы приедем сюда. Да. Многие даже названия не знают, куда они едут. Мы на самотрофе то что наблюдали над этим, когда приехали люди с Прибалтики, говорят, Саша сказал, что надо приезжать тогда, мы приехали. Да. Они даже не знают, как название, куда едут, не знают. Они знают человека. Они знают, человек пригласил, поехали. У меня вопрос такой человек отвлечен от математики. А что клуб вообще сейчас, кто нас будет смотреть, да, покупает первый сезон, будет катать на мотике и скажет, вступать в клуб, не вступать, и как вообще в него вступить. То есть, что в принципе, клуб? Да, что вообще клуб дает, да, помимо того, что постоянно взносы, наверное, будешь носить. Нет, или такого нет. То есть, вообще, что для человека, то есть, как ему понять, что там и как вообще вступить в клуб? То есть, ездишь ты на байке, что первое хочешь правило ты, клуба, не говори. о клубе. Реально, хочет человек самогонщик вступить, то есть, что ему надо сделать, какой-то обряд посвящения, жрать стекла или что-то? Я тебе, наверное, так объясню все. Для меня все-таки клуб, да, я состою в клубе Rolling Energy, да, это для меня семья в первую очередь. Я нашел свою семью, да, в которой мне, будем так говорить, в которой мне приятно жить. У меня клуб Rolling Energy, это в каждой стране, почти что в каждой стране есть свои представители. То есть это городе, в городе, если возьмем Россию, да, это все регионы почти что. То есть для меня это семья. Я могу приехать к любому своих друзей, да, приехать к нему, тусануть, отдохнуть, он мне покажет все, что находится, принять меня, да. И я точно так же принимаю всех своих одноклубников, которые приезжают в Тулу ко мне. Это некая семья. Мы дружим, мы собираемся все вместе, мы куда-то отдыхать все вместе едем. Если собирается клуб на какую-то классную вылазку, например, я не знаю, в Индию или наоборот какую-нибудь Норвегию, да? Я хотел сказать, куда-нибудь в Калугу, на на Аку шашлыки пожарить, да? Калуга слет проездной, это такой это кто-то едет в Индию, а кто-то с Индии. Подожди, не в ту сторону. Кто-то с Индии едет, мимо Калуги проскочил, да. То есть это
вот действительно семья, потому что мы друг другу помогаем постоянно, это вот наше внутреннее. Ну а как вы лишних не берете или как? То есть, почему, вот, пожалуйста? Не, ну а вот как вот ты сейчас сказал, да, то есть, ну семья. То ты есть, сидишь за столом. Человека отсечь вот, ну. За столом на каком-нибудь мероприятии. Сидишь, бухаешь. К тебе подошел паренек какой-то, сидите вы вместе с ним бухаете. Потом по какой-то причине вам появился общий интерес. Вот у нас по какой-то причине появляется общий интерес. Например, клуб или мотоциклы, да? Все, отсюда получается так, что этот товарищ уже начинает с нами ездить везде, тусоваться, постепенно входит в семью, да. Ага. То есть, и, соответственно, там, я, например, в клубе, да, я какому-то товарищу притащил, хороший, малый, да, там, то есть он какое-то время, у него там испытательный срок или что, то есть бегает он в этой безымянной жилетке, приносит вам пиво. Не знаю, там, ну, если взять роллинг энархи, я не знаю, я на собрании не был в роллинг энархи. Не, ну а вы что, прям голосуете там? Года два, наверное, но я думаю, ничего там не поменялось. Ну а вы как-то что-то прям круг, стол собираете, да, и говорите, то есть вот это вот там берем, или какие-то вопросы там текущие, да? Потому что, ну, интересно, на самом деле, может, это как бы не раскрывается. Помимо того, что люди приходят в клуб, кухня-то внутренняя. Не забывайте, что люди выходят из клуба. Вот это вот. Ну или их за что-то выпирают, вот это вот, нет, не выпирают ни за что. В основном они сами выходят, потому что первичный вход был, ну, такой, для галочки. А с семьей не сжился, как говорится, да, поэтому выходят. Ну, надо понимать, что роллинг энархи это не многие входят в клуб для статуса. А выписаться как из клуба? То есть так же голосование? У нас или просто в WhatsApp кидаешь анархии, чтобы татуировку со спины срезать. Понимаешь, у нас чуть-чуть другая. Такого не бывает. Я посмотрел хороший сериал, блин. Не, ну надо понимать, что роллинг энархи это не совсем такой обычный клуб, правильно? То есть абсолютно верно, да. Это, скажем так, не знаю, Саша, наверное, лучше объяснит. Но то есть есть локальные какие-то клубы, есть какие-то локальные клубы, а роллинг энархи это глобальный клуб. Не, ну он сказал же, что это очень большой. Но и он не живет, скажем так, по МС, я так понимаю, законам. То есть есть определенное понятие, как клуб МС. МС это мастер церемонии. Мастер церемонии. Нет, МС клуб это Motorcycle Club. То есть, это не получается МС. Ну ладно. А у МС это получается MC определенно. Все, ладно. Нормально. В общем, роллинг энархи это интересный клуб. Я, насколько знаю, что там, то есть просто прийти и попроситься, это типа так не бывает. Обычно приходит, наоборот, человеку приглашение, типа того. То есть ты... Мне пришло приглашение, я 5 лет еще ждал. Вот так. Как в ФСБ проверяют. Там какие-то люди сидят, да, и пробивают тебя по базе и смотрят. Я пришел, когда в самогонщик, мне пришло приглашение, а после этого прошло 5 лет. Ну, то есть какие-то там наверху люди сидят, да? Конечно, он сам смотрит, но тут очень много моментов. Какие путешествия у тебя, куда ездишь, с кем ездил, как себя вел в путешествии, да? Ну, то есть, если ты нарезался, да, там и бегал пьяный, то есть как бы... Это нормально. Это вообще тебе просто там сердечки прибавляются. Да, пьяный голый бегал. Путешествия у нас клубные такие, там, например, если путешествие, почему, опять же, клубное такое? Например, если путешествие, например, зимнее у тебя, там надо доехать с Надыма до Воркуты. Это сплошная тундра, сплошной снег, а ты на мотоцикле. То есть как-то надо ехать. Так сложилось, что ты раз и на мотоцикле зимой в Сибири. Собирается одноклубников группа, и там, представляешь, там уже другая система абсолютно. Там надо выжить, там надо дойти до Воркуты и выжить как-то. И были такие моменты, что там сидели в одной машине по 5-6 человек 4 дня, не вставая. Чтобы перепурговаться, чтобы уехать, там, например, на Полярном Урале мы просидели 4 дня. Ну, то же, да, в одной стране живем, тут такие термины перепурговаться. То есть, ты выйдешь, живешь где-то вообще в вакууме здесь, снег выпал 10 сантиметров, потому что я гулять не пойду, ну нахрен. И там уже совсем другая, там уже люди некоторые там «Отче наш» читают, понимаешь, без остановки. Поэтому чуть-чуть другая ситуация. Но это вы с одноклубниками вот так ездили? Конечно, да? Одноклубниками, нас много там было. Ну да. Ну, там разные, там алкаши были клубы, там роллинг энархи были клубы. Алкаши это отдельно. А у меня, кстати, сразу к этому вопросу, у тебя есть семья? У меня, да. Ну, то есть жена, дети, да? Абсолютно верно, вот, да. Просто, я вот это путешествие пытаюсь, да. У меня жена, 3 детей, да. Вау, молодец. Я просто пытаюсь увязать как-то путешествие, то есть, когда у тебя какой-то промежуток времени нет дома, либо они как-то с тобой стараются ездить куда-то, нет?
стараются ездить, но это сложно получается у них, потому что не успевает поймать. Жену я постепенно отвадил сначала, а теперь не могу приводить, наоборот. От мотоцикла. А жена на мотике катается? Раньше ездила со мной очень часто. А потом ты начал запрещать. Ну, потом она пару раз в Мурманск съездила на жопе, чтобы вот так прям с лихвой по снегу, чтобы прокатиться. В Мурманск по снегу? Да. То есть вот эти ваши путешествия в Грузию, там, летом, я слушаю, как бы там. Я ее отвадил, а вот сейчас у меня мотоцикл такой, что надо всей семьей ездить, наоборот, приводить не могу. У Саши, чтобы ты понимал, голда Honda Goldwing, да, и еще и с коляской. Ну, большой такой, с закрывающимся. Считай, дом на колесах практически. Ну, почти что, да. И там кухню можно обустроить. Можно. Все есть. И дом, все есть. Как ты пришел к организации Самовар Трефона? Он раньше, я знаю, был только зимний, сейчас и летний, и зимний. То есть вообще почему, для чего? Ну давай начнем с того, что, наверное, я один из организаторов слета Лев Николаевича, который начинался все. И у меня вот эта слетная жизнь, именно организатор слетной жизни, началась именно, наверное, с Льва Николаевича. Почему? Потому что очень много появилось друзей, которые постоянно говорили, что надо в Туле что-то сделать мероприятие. А до этого мы делали всего одно. «Жопа на колесах» назывался слет. Хрен знает, когда мы его делали, чисто случайно. Да, это первый мотослет в Туле, который был. Просто мы к чьей-то жопе приделали колеса и запустили его с горы. Он назывался не так. Он назывался «Слет любителей равновесия. Жопа на колесах». Вот так вот. Ну так уже звучит, да. Это уже... Делал его я, Юра, тракторист на тот момент. Ну, все, кто были на площади Восстания, мы его делали. Вот так он такой... Скинулись по сколько-то там рублей, пригнали тележки, пригнали каких-то панк-группы. Там с концертом было. С концертом, все положим. Я своих друзей группу приглашал, называлась она «Нулевая позиция». Это такая панк-группа классная. Вот мы их звали, что сделали в деревне, пригнали 2 тачки, на которых сено возят, вот этих огромных. На них поставили всю аппаратуру, пригнали еще одну тачку, там, и вот такая туса была. Это начало 2000-х, да? Это, наверное, вот и был 4-й год где-то. 2004. 2-й, 3-й, 4-й, не вспомню по годам. Вот, потом я начал заниматься, вот Лев Николаевич делать схему такую раллийную, интересную. И суть в том, что летние даты были все забиты уже. Надо было какие-то даты найти, чтобы всем было удобно. А что, летом в Туле, типа, тогда там было очень много... В Туле нет. В Туле, понимаете, на тот момент было немного мотоциклистов, да, и чтобы их смассовать, это надо было по мероприятиям разбиться. А мероприятие, например, было в Киеве какое-то, там, или в Москве. В этом плане и все вот так мигрировало, да. И чтобы ее остановить, я думал, ну что, осень, вроде осенне-зимние были, из зимних мероприятий был только на тот момент Медведь-Шатун, и на тот момент был из зимних мероприятий было Snow Dogs, все. И я подумал, давай осеннее тогда сделаем. Вот сделали осеннее мероприятие и попали прямо в точку, и с названием, и совсем на свете, и прямо было замечательно все пошло. Потом получилось так, что, ну, я говорил, у меня было приглашение в Rolling Energy, и постепенно перешел в Rolling Energy, и слет Лев Николаевич как бы остался у самогонщиков, как их слет, который делали они. И он до сих пор существует. А Лев Николаевич почему? Где-то рядом с Ясной Поляной или где это происходит? Или... Лев Николаевич Толстой. Это что-то связано с Тулой, поэтому называли его Степа. Я думал, может там где-то гоняет. Лев Николаевич ездил на велосипеде. Ну ладно, он бы сейчас мотороллер сделали, построили, его тоже Алексей Геннадьевич назвали. Как слет, да, Лев Николаевич так и Алексей Игнатьевич Мотороллер. А это прикол такой, да? Не, ну кто на что учился, извините. Алексей Геннадьевич, да, он называется. Почему? Потому что победит. Совпадение? Победит, потому что. Потому что... А я шутку понял. Потому что победитель. Можно не ехать уже. И пришло, все решили. И когда думал, хотелось сделать что-нибудь вообще. Потому что Лев Николаевич, он задумывался как осенний слет такой брутальный. Но он не получился. Почему? Потому что базы отдыха были в округе. И все заселялись на базу отдыха. Хотелось сделать что-то жесть. Где он проходит? То Лев Николаевич? Да, Лев Николаевич. Ну, крайний раз он проходил под Валово, вот в этом году. Или в том году под Валово проходил. В этом году я не знаю, где сделал. Вот. И хотелось что-нибудь такое жесткое, и поэтому подумал, надо что-то сделать вот такое, трефон. Чтобы люди не жили где-нибудь в гостях. Трефон, ну, если трефон делать, трефону надо что-то, приставочка какая-то. Вот приставочка была самовар. То есть встреча у самовара, то есть самовар трефон.
Трефон — это немецкое название встречи. Все. А что было брутально? Зимой. А я видел, да. Снегу. Этот зимой проходил зимний постоянно, зимний в Грицово. Но там настолько был ад уже, что если что-то случалось с кем-то, то эвакуировать его — это целый процесс был. Ну, что-то случилось с ногой у человека, там до скорой... А сейчас не обязательно, чтобы дежурили какие-то спецслужбы? Сейчас мы по-другому чуть-чуть сделали. Мы сейчас заключили договор с базой Некрасова, и у нас проходит зимний и летний мотослет именно там у них, потому что удобно, рядом у тебя палата медицинской помощи, у меня проблема отпала от трупов. Вот. Вот. Хорошее мероприятие, проблема. Трупов осталось, там карьер неплохой, и кидаешь там вниз. Потом гонки героев найдут. И суть в том, что хотелось бы все равно поближе к городу, потому что там ближайший город от того места проведения, то 60 километров получался Венев. Как бы сказать, жопа дыра полная. Ну проще прям на трефоне закопать просто и все. Человек чем везти куда-то. А сейчас тем более еще везти его в жопу дыру Венева. Сейчас очень удобно. Зимний проходит на летней базе этого самого Некрасова, а летний проходит на зимней базе Некрасова. То бишь мы не мешаем ни базе Некрасова вообще, и у нас все сходится полностью. А у меня сейчас сразу такой вопрос. А на какие, так сказать, все это организуется средства? Ты имеешь в виду, кто спонсор у нас? Да, вообще, то есть есть спонсоры, или вы пользуетесь какими-то, ну, кто-то помогает сами? Все или на как? входе полностью. А, то есть входной билет, да? Входной билет, да. То есть какой-то сейчас будет. А сколько цена входного билета? Как у 500 рублей входной билет. Но это, Все, как бы сказать, это не входной билет. Его входным билетом сложно назвать, это скорее всего экосбор. Просто такой, на организацию же в любом случае вы больше, скорее всего, тратите, чем вот с 500 рублей собирать. Не всегда. Например, на Лев Николаевич, на самовар Трефон зимний нет, ничего не тратим. У нас все окупается полностью, потому что у нас идет продажа нашивок, у нас идет продажа экосбора, да, у нас мерч есть некоторый, мы отбиваемся полностью. На лето, естественно, вложений больше намного идет, потому что сейчас в Туле будет единственная, наверное, классная трасса для гонок Унимота. Это гонки на одноколесных мотоциклах. Она будет новая абсолютно, потому что одноколесная. Мы сейчас... Я сначала думал, что это с аниме связано, там Наруто, Анимота. Уже откатали трассу, полностью ее сделали. У нас осталось только сделать старт-финиш, разметку. Ну, имею, чтобы время... И у нас осталось сейчас ее подсыпать землей и дождаться августа, когда трава войдет. Это там же будет? Там же как раз нам выделили небольшую территорию, и это будет, наверное, единственный, вот в России, наверное, единственный, правда. Но летний, потому что зимний есть в Тольятти, зимний трек. Это будет трек как для кольца, ну как бы гонка с преследованием на мотоциклах с колясками, и одноколесные будут у нас Унимота. А вообще у нас есть фонд альтернативных видов мотоспорта, в которые входят вот эти гонки с колясками, гонки на Унимото, гонки на реактивных всяких шняках, короче. А вот это колесо, на котором в городе ездит, вот это вот с какой-то уздечкой между ног, вот это колесо, это ходит? Не, это не оно. Это люди ездят, что это? Это можно устроить фестиваль на набережной этих людей. Хипстеров. Кстати, этим летом в Тольятти будет проходить гонки на всех видах электротехники. То есть электросамокат. Вот все, что электро. Тоже организовывают. Я надеюсь, там максимум будет скоро и пожарных. Этот фонд организован в Тольятти Дмитрием Гором. Вот, а мы постоянно поддерживаем. Круто. По поводу того, что вы сейчас делаете. Я думаю, это очень важно, потому что ты сейчас вот через пару дней уже полетишь на Байкал, насколько я понимаю. Почему? Как вообще пришла идея, что за мероприятие там на Байкале и с чем вы туда едете? Вот, я думаю, нам всем интересно будет. Мы едем туда с мотороллером. Называется он Алексей Геннадьевич. Мотороллер. Мотороллер, да. Это очень крутой мотороллер на самом деле, потому что он будет гонять у нас, больше 100 однозначно уже, потому что мы его испытали. То есть вы его сделали вообще с нуля? Мы его сделали гоночный с нуля, да. Прямо собрали за все, основу да? взят муравей был? Понятно. Если
как так? Ну, с нуля мы не делали только раму, потому что мы раму основу взяли с муравья полностью. А сейчас муравьи продают, да? То есть до сих пор нет? Это 82-й год или 83-й. Это то есть это тот муравей. Нам Виктор Павлович просто отдал Зякин с музея и говорит, вот заберите, в углу валяется. Мы забрали из угла, разобрали, внедрили туда немного японской техники. Немного, до 100 километров по дороге. Внедрили двигатель у нас и перед у нас управление в основном японское. Все остальное сконструировали сами. У нас задняя часть полностью конструкция наша. А сено будет? Сено. Мы хотели сено там набрать, но смысл в том, что у нас, когда мы строили все, некоторые части выпирают за кузов, и поэтому не получится у нас. Сено нагрузить не получится. И во-вторых, да, там по безопасности, по всему пришлось убрать очень много лишнего. То есть остался кузов, у нас остался как остров, как сказать, как сделали хот-род из мотоцикла. Из муравья. Из муравья, да. Круто. Алексей Геннадьевич хот-род. Да. И отправили Алексей Геннадьевич. Рот-фронт, во рту как на фронте. Отправили это все мы в Улан-Удэ. Вот сегодня все пришло. Позвонили, сказали, все пришло в Улан-Удэ. Мы сами полетим послезавтра, 26-го мы вылетаем вечером, 27-го мы там, за 27-й нам надо успеть пройти полностью подготовку пилота, полностью все пройти. Пройти технический осмотр техники, а мы подготовили ее прям со всем регламентом, регламент очень жесткий. Выполнять пришлось очень много всего, там шплинтовать и так далее, там подобное, защиту очень много делать. Мы это все успели сделать, запаковали и отправили. И поэтому по приезду нам надо будет за 26-й все успеть, отгонять всего 2 дня. Нам дадут 28-й, 29-й все гонять. Хотя там уже сегодня все гоняют. А участников много? Таких 120 с чем-то человек. Расскажи немножко в 2 словах вообще, что за мероприятие. Байкальская миля, что за мероприятие? Это Дмитрий Хитров и Сергей Мальцев, такие, наверное, вам известные личности. Но мне, да, Дмитрий Чудак. Это кастом-мастерская Five Custom Mechanics, и Дмитрий Хитров, это организатор мотовыставок Мотовесна, Мотозима и так далее и тому подобное. Соответственно, организовали подобие гонок Бонневиль по Соляному озеру. Американский. То есть Сергей туда ездил, и они решили, что почему бы это не сделать все в России. Я когда про это услышал, я подумал, блин, ну насколько это круто. Ну реально круто-круто. Это вот круто по льду, блин, сделать именно скоростные гонки такие. И я думал, блин, потрачу все деньги, но я съездил. Я в том году на них поехал. Реально, билеты стоили как чугунный пароход. Нет, я не ездил в качестве зрителя, я ехал в качестве команды, потому что зрители тогда не брали, столько команды. Я ехал с командой питерской. Ехал я туда с техникой сайдкаром, так как я руковожу такой организацией Сайдкар Раша. Я вот ездил, мне интересно был сайдкар, и я ехал как технический специалист именно с этим мотоциклом туда. Это был Дукати с коляской, Диавель. Очень мощный. Показали мы скорость там под 100, не вспомню, под 190, кажется, показали скорость на нем. Это очень круто. Пилот был Миха Михин, который тоже очень известный пилот. Дали мы хорошие результаты. И по приезду я подумал, блин, как круто, надо что-то сделать тульское прямо запустить. И у меня, не поверите, в голове ходила одна мысль, как мотоцикл Тулу разогнать быстро-быстро. А потом я думал, что мотоцикл? Сложно разгонять быстро-быстро. Нет такой горы. Подожди, что-то невыполнимые задачи зачем? Да, ну там, например, на тульском комбайне не разгонись, да их уже не потому выпускают. Ну, мотоблок разогнать, еще понятно, да. Предыдущий губернатор у нас говорил, что, какую-то машину Мишка выпускали. Мы начали ее искать, эту машину. У вас выпускали Мишку? Да, может это быть. Предыдущий, это который это типа Владимир Сергеевич, который? Это типа Аки, что-то типа этого. Мимимишка. Да. Вот. Я не слышал, что какая-то секретная разработка. Мы ее искали, не нашли тоже. Да, кто вам ее расскажет? Пока ты ее показываешь. Она там в ангаре стоит. Туриста, как бы думали, мотороллер турист, мы думали, что с ним сделать, каким образом. Потом мы понимали, что в такой посадке он быстро не разберется. Пилот так сидеть, его снесет нафиг. И приняли решение, что
Притом это пацаны-конструктора подогнали, говорят, а давай зафигачим типа муравей. Пацаны из Тулгу. Умные. Мы взяли эту за основу и начали долго-долго ее обдумывать. Пока не пришел тот момент, что надо было уже начинать. Что надо было начинать, оставалось 2 месяца. Как всегда, долго это все было. Очень похоже, как я дипломную работу в Тулгу делал. И финал... Ну, такие потом там преподают. Получился очень прост. Мы разобрали, Палыч нам дал кусок мотороллера, мы его начали разбирать. Димка Трушин, откуда ни возьми, пригнал нам какой-то двигатель, кинул. Мы его взяли, посмотрели, он совсем как бы жопу дыра. А что, кстати, двигатель? РГ-250, это 83-го года выпуска, вообще его, мы запчасти на него искали, вы представить не можете где-то. Короче, в финал мы даже поршневую на него новую нашли. Первого ремонта, в Коврове, у какого-то чувака, он из шкафа вот так доставал трясущимися руками, он с детства мечтал ее собрать. А тут мы пришли. Он про вас подумал, кто эти люди. Это что за мотоцикл? Это двухтактный Suzuki RG-250. Двухтактный, они еще гаммы назывались, а потом РГВ, они еще своеобразным двигателем. Кстати, на РГВ сейчас будет тоже участвовать парень Коля. Джанго Гараж, может, слышали, будет участвовать тоже на такой технике, но у него он двухколесный будет. А почему Байкал-то? То есть там как бы недостаточно экологии? Возможно найти где-то, да, но есть же еще некоторый бюджет, который заложен сюда, и республика, и Республика Бурятия, да, они предоставили вот место это, то есть они там грант сделали на организацию и так далее и тому подобное, и сделали его, будем так говорить, республиканским мероприятием, очень большим. И на сегодняшний момент просто под это мероприятие, да, они создали огромный пиар, и про него сейчас знает, наверное, вся Россия уже. Это трансляция все будет, да? Все идут, трансляцию. Discovery снял там самый классный фильм про моторы и лед и так далее, и тому подобное. И вообще Байкал, сказать, это жемчужина такая, наверное, России, да, и тем более там лед огромный, толстый, можно много людей собрать, потому что у нас навряд ли мы где-то найдем. Но опять же, если брать Красноярск или еще что-то, то, конечно, это поближе, да, чуть по-другому. Там гонки, пайки. Все зависит, вообще все зависит, насколько я знаю, за свою жизнь, наверное, не знаю, за свою жизнь понял, да, что вообще все большие мероприятия зависят не от организаторов, а от администрации мест, района, округа, города, да. У меня много мыслей было, я рассказывал, и всегда ими делюсь. Например, в Туле выпускали мотороллеры. Например, там в Ростове выпускали комбайны, трактора. Да? Почему, мать его, в Ростове есть гонка на тракторах, да, а у нас в Туле, мать его, нету гонок на мотороллерах простых? Но сделайте вы людям классно, чтобы они, развлекуха какая-то была. У нас из развлекухи технической в Туле, да, джиперы делают что-то, да, я при том, 3-4 тусы вылазки у них, да. Там у нас есть автострада, да, большая туса, есть, в принципе и все. Они там музыку раз-два. А вот чтобы мог город прийти и посмотреть, да, на классное мероприятие там на день, весь собраться. Бывают какие-то соревнования по мотокроссу, вот я знаю там. Но мотокросс, они все равно будут, да, там не соберешь кучу народу. Да. А чтобы собрать именно там не 1000 народ, да, хотя бы 3, 4, 5 тысяч человек, да, это большая подготовка нужна. И будем так говорить, сколько я не лукался сам и не пихал мероприятия свои, да, с этими гонками, но это все не получается. Под спортивные мероприятия это не сделаешь, потому что под спортивные мероприятия надо регламент и так далее и тому писать. Под туристическое тоже не сделаешь, потому что вроде туристическое, а вроде гонки какие-то, понимаешь? Под молодежное не сделаешь, потому что, извини меня, там большая часть уже кому зазоблен, понимаешь? И вот кто уже больше никак отдыхать по-другому. Кто уже без мотоцикла не передвигается сам тоже. Вот постепенно вот развиваю летний самовар трефн. Почему? Потому что на летнем самовар трефне можно делать интересные мероприятия. Опять же, трофи для эндуро покатушек, да, трофи для колясок покатушки, да, там можно сделать гонки унимото, опять же, чтобы это был такой типа фестиваль альтернативного мотоспорта, на который могут люди прийти помимо того, чтобы поглазеть, побухать, да, но еще и получить адреналин какой-то. Потому что вот на крайнем самовар трефне, если увидели, там такие пилотажи пацаны вытворяли. Не надо, но я думаю, я монтирую. Да, там есть, да, видяшки-то. Летали, что это очень
зрелищно. Чувак один такой беззубый там улыбнулся, интересно, вот он приехал таким или... И вроде все мало, и вроде бы все как-то скупо, да, но интересно все равно. Люди приезжают, интересно, обратную связь интересно получать. Потому что когда ты получаешь обратную связь с разных, приезжают же с разных регионов. Например, там вот сейчас на зимний приехали Нефтеюганск, приехал пацан 5500 проехал на мотоцикле через всю Европу и так далее, там потом вернулся. Это февраль. Елец, да откуда только не едут пацаны, то есть со всей России прут. Слушай, Саня, а сколько стоит подготовить команду вот на Байкальскую милю, пока далеко не ушли? Ну так, приблизительно. Вы говорили, можно не отвечать на вопросы. Жена посмотрит. Короче, недорого. Вообще копейки. Я скажу так, что подготовить мотороллер подготовить нам обошлось минимум, я вам говорю, только в запчастях, 150 тысяч. Это только подготовить. Ты сделаешь такую красивую? Ну я не знаю. Я же не дуть. Отправить его на Байкал стоит 60 тысяч. Это просто транспортировка. Это транспортировка, просто туда-обратно его отправить. Отправить всю команду на Байкал. Это будет... Там же еще тусоваться надо. Ну, я про тусу пока... Не загадывали, да? Не загадывал, потому что времени на тусу будет один день точно, а в остальное время это беготня. Прохождение всех комиссий и так далее и тому подобное. То есть отправка всех 5 человек, вот читайте, по 16 тысяч, это еще туда-обратно, сотка, да? И вот так вот это все. Плюс а вот сам входной билет или что там, то есть вот 5000 рублей стоит. Ты становишься энтузиастом скорости, так сказать. Тебе выдают тебе майка, бейдж, все, ты энтузиаст скорости. То есть, в принципе, ну, блин, если... Я еще пока не знаю, что это такое энтузиаст скорости, мне надо разобраться. Ну, там объяснят. Но 5000 я уже отдал. Не, ну еще проживание надо для команды, правильно? Проживание для команды, да. В общем, я прикидывал, на человека где-то минимум 30 тысяч получится туда, ну, слетать. Ну, это ты что-то прям по нижней упустил. Да, это совсем если ты прям что-то... Ну, я просто... Это если ты в багажнике поедешь, БПшки свои считал. И если гречку будешь предлагать каждому встречному, я думаю, тогда да. Такое не бюджетное мероприятие. Но, во-вторых, у меня эти расходы все идут... У меня конструкторское бюро свое небольшое. Я произвожу подъемники для инвалидов. И поэтому для меня это небольшой еще промо. Сейчас подъемники твои стоят, будет? Где? Ну вот смотрю сейчас на пешеходных переходах, там какие-то подъемники. Нет, это не мои. Не дай. Я бы за такое не взялся никогда. Но ты делаешь, я так понимаю, такого формата, то есть, ну, вверх-вниз, то есть к школам, как... Окей, я понял. Но нет, хорошо, в Туле ты их не продаешь или есть где-то? В Туле, у меня компания. Где можно посмотреть? Подъемники, уже который рабочий. Да где угодно. В еврейском центре, пожалуйста, недавно поставили. Потому что могут позволить. Это показатель. Показатель качества да, и цены. Если евреи купили, это очень большой долго тебя показатель. жали по цене? Сильно ты упал, да, по цене? Скажи, да. Наверное, не за столько хотел продать. Разработки многие мы делаем новые специально для инвалидов, которые предназначены. У тебя, ты говоришь, конструкторское бюро, то есть это от, соответственно, от чертежей до изготовления, то есть полный цикл, да? Ну а администрация вам Тулы как-то помогает области с поездкой на Байкал, команда от Тулы? Ну, добрым словом. Нет, нам помогает Первый Тульский канал, он освещает это все. Вы помогаете, как Тульский мотосоюз, очень классно, и люди узнают об этом. Все. Мы сейчас еще передатчикой поможем. Спасибо большое. Может, ее сейчас, но как ты, если ее мы сейчас год не будем монтировать. Потому что он в Тулгу учился. Вот. Не, ну, как бы то человек 200 посмотрит. Может, и 205. Ну, это с мамой, с моей, ты с бабушкой посчитал? Дадите, я у себя размещу больше, посмотрим. Ну, это да, дадим. Ну, все, 210 набрали. Но мы что, мы надеемся, что Алексей Геннадьевич победит? А он 100% победит. И дело, что там смысл не в победе. Там, в названии мотороллера. Там нету побед, это важно. Кстати, да. Смысл не в том. Смысл в том, что ты ставишь некий рекорд. Да, кстати, вот я хотел спросить, в чем смысл соревновательной части именно в этом. Ты ставишь рекорд в своем классе. Например, если мы возьмем Алексея Геннадьевича, он у нас класс получается полностью сборный новый. Мне нравится, как звучит просто. У нас класс. Понимаешь? Он там без обтекателей, там 250 кубов. Это отдельный класс. Может быть такое, что... на Байкальской миле в регламенте нашего класса нет. То есть вот, я только хотел сказать, под нас специально, это первый прецедент, под нас специально делают класс.
Мы этот класс берем, ставим в нем рекорд некий. Да. И этот Алексей Геннадьевич у нас остается в этом классе и постоянно ставит новые рекорды. Или мы берем его в этом классе, и там небольшое изменение конструкции, мы его делаем с обтекателями. Это уже другой класс, мы уже там первое место, будем так говорить, держим постоянно. А неизвестно. А потом, главное, чтобы этот Алексей Геннадьевич в Москву на повышение не ушел. Без них. Но в следующем году я могу вам такой секрет рассказать. Вам же надо, как он называется? Ну, что секретик. Что-то нам нужно. Секретик в уголочке, да. Да. Подарок не взял. Можно шепотом. Мы специально хотим с Тулгу разработать, уже договоренности есть. Мы хотим разработать электрический мотороллер, ну как формой мотороллера, точно такой же, как Штуза, только он уже будет в другом абсолютно обличии. И с сеном. Мы хотим, может быть, с сеном. Что у тебя с сеном связано? Мы его хотим сделать полностью электрическим, то есть на электротяге, и хотим на нем поставить очень хороший рекорд. Для этого, это опять очень хорошо вам объявить, мы ищем девушку-пилота, которая готова в следующем году за свой счет туда поехать. Отлично. Я имею в виду на Байкальскую милю, то есть перелет и проживание это ее будет. Постройка мотороллера, все остальное это полностью будет. Почему девочка? Нам нужна девочка, почему? Потому что они не толстые. Ну, это важно, кстати. Не, ну вес-то влияет, наверное. Потому что они менее, как бы сказать, не боятся. Ну-ка, бесстрашно. Мы с тобой обсуждали. Да, очень сложно найти парня, который... А у них не хватает какого-то гена определенного, или который за страх отвечает. Нет, тот определенный ген мы выведем. У нас есть время. Все понятно. Ну, то есть, в принципе, вы можете создать эту женщину. Мы ищем девушку конкретно, которая будет с нами тренироваться, и притом постоянно, потому что нам надо, она в секции. На постройке одной секции нам нужна, чтобы под нее примериться, потому что постройка болита идет полностью под пилота. Под пилота. Какой пилот есть, под него и строится. Поэтому мы брали пилота, если вы видели пилота ботинки, все на свете, у нас все стоит, и мы их примеряем. Да. Там ботинки у нас по-другому не получается. Потому что, например, мои ботинки другие, уже переключение будет другое. Под ботинки пилота специально все это строчу. То есть за финалем. В общем, вы на следующий год собираетесь найти, на следующий год вы ищете девочку, которая будет пилотировать полностью электрический мотороллер. За свой счет. Ключевое слово. Едет туда. Едет туда, оплачивает себе все, да. Как тебе такое, Илон Маск? Да. Такое ты видал? Она получается у нас в команде, а если она в команде, пятерка есть в команде, больше нет, больше 5 человек в команде нельзя. Она входит в нашу пятерку и идет полностью с нами. А еще в Европе, причем тут бабка, как хотим, так и используем. Потому что в этом году навряд ли кто-то попадет из зрителей, просто попадет, например, в поддоки. Это очень сложно попасть, да? Там на сами гонки сложно. Издалека ты увидишь, что творится, а именно конкретно увидеть не увидишь. Расстояния очень большие, километровые, и от старта далеко везде. То есть, грубо говоря, там стартанул и... в такой тусе будешь, а вот чтобы уйти в механику, туда уже не уйдешь. Есть шанс, еще может кто-нибудь согласится. Да нет, помимо себя оплатить, еще может кому-нибудь из команды оплатить. Девчонки, которые не боятся скорости. Нам нужна вот конкретная девочка. Нам нужны еще помимо этого девчонки, которые не боятся и финансовых вложений. Тут уже круг сужается, как ты понимаешь. Если заранее билеты купят, то не так дорого. То есть уже сейчас надо покупать. Что. Так что если кто... если ты девочка и тебе некуда девать деньги. В следующем году мы опять хотим поехать на автобусе, скорее всего, мы загрузимся и поедем на автобусе. То есть она сэкономит. На автобусе мы ее не возьмем, скорее всего, это долго ехать. Мы поедем на автобусе, а ты там сама автостопом. Мне нравятся эти ребята, да. Только пилот приехал, на место сел, откатал, опять сел и улетел. А на автобусе вы поедете, потому что фестиваль? На автобусе поедем, потому что надо к друзьям заскочить. Все невзгоды они берут на себя, потому что это подготовка, а она пусть оплачивает на самолете, прилетает, откатывает и обратно. Здесь, слушай, на автобусе это риски большие, можно где-то зависнуть. Они неделю запас-то берут, я думаю. Я бы вам показал, как сейчас движутся там все на Байкальскую милю. Люди же едут, у них целое соревнование. У них на картах, на WhatsApp, знаешь, есть показатели, где в какой точке геоданные передачи. То есть уже игра началась. И прям интересно смотреть по карте, по геоданным, где все находится, такая лента идет. Там потом кто-то раз круг сделал обратно. Я тапки забыл дома. Я думаю, уже приедут и скажут, уже состоялось все. Когда уже только приедут, уже все началось. Уже откатал.
Ну, Давай. Сань, спасибо, больших успехов, я думаю, желаем там. Ну, вы и так уже победители, короче. Как оказалось. Как оказалось, Он так, создали мне класс. понравилось, так самоуверенно заявил, Мишель Алексеевич, потому что он уже первый. Ну, И он всегда уже побеждает. победитель, И да. мы уже знаем, что мы в ближайшее время победим. Вот, Поэтому, поэтому да, победу в спасибо, любом что случае. пришел, нам рассказал. Мы надеемся, что люди будут более активно посещать то же самое Самовар Трефон. Будем следить за тем, какие у вас там успехи на Байкале будут. Вот. И что, до новых встреч, я думаю, да? Спасибо, Сань. Пожалуйста. И вам спасибо огромное. От себя еще хотел сказать один момент. Если есть интересные парни, которые умеют качественно и грамотно конструировать, то мы с удовольствием их увидим у себя в КБ. То есть прям приглашаете инженеров, прям, да? короче, инженеров в КБ ищешь. Да, мы ищем инженеров. Ну что, я думаю, вы, в принципе, много чего узнали. Бриться мы будем? Не будем. Не будем? Не в тему здесь. Не в тему? Мне кажется, отлично мы поговорили и какой-то... Ну да. Или... Ну а где вот это вот Да что? спасибо, Александр, это же надо доснять. Нет, это мы сейчас сделаем. Подожди, не ты нам должен говорить? А чего?